Друзья, каждый автомобилист сталкивается с ситуацией, когда в определенное время нужно пройти технический осмотр автомобиля. Многие, особенно молодые водители, путают техосмотр, который проходит инспекция, которая проверяет ваш автомобиль на исправность, и техническое обслуживание, которое делает автомастерская, когда вы в машине меняете масло, эти различные фильтры в кондиционере, колодки и так далее, так далее, так далее. То есть есть техническое обслуживание и есть технический осмотр. То есть и там ТО, но в Испании, как в любой другой стране, это делится. На ТО обычно называют именно инспекцию, которую нужно проходить каждому автомобилю в процессе эксплуатации автомобиля. В Испании инспекция это называется тремя вот этими буквами, которые вы видите. ITV, Inspección Técnica de Vehículos. Это обязательная процедура. Каждый автомобилист должен в определенные сроки, которые мы поговорим дальше, проходить вот эту инспекцию. Это обязательно, еще раз повторюсь, процедура. Она платная, и без этой процедуры автомобиль не имеет права находиться на дорогах общего пользования. Если вы не прошли техосмотр, и у вас машина стоит на улице, ее правомерно могут оштрафовать патрули полиции, которые проезжают, или агенты ДХТ, которые увидят этот автомобиль, проверят по базе и не обнаружат пройденный техосмотр, и вам выпишут автоматический штраф. Эта ситуация, уже многие наши граждане столкнулись, особенно когда была пандемия, машины стояли на улице, станции были закрыты, и этим пользовались местные органы дорожного управления. Если у вас закончился этот срок прохождения ИТУ, или вы, посмотрев это видео, залезли в свои документы и поняли, что вы ни разу в жизни не проходили, имейте в виду, что эксплуатировать автомобиль нельзя, находиться на улице он тоже не имеет права, и если вам нужно сейчас пройти техосмотр с просроченным сроком, вы не имеете права ехать на этом автомобиле. Вы должны заказать эвакуатор, в Испании он называется груа, загрузить свой автомобиль и везти в таком виде именно на станцию обслуживания. Если вы это не сделаете, то, проехав под камеры, вас зафиксирует ваш номер, и штраф, мульта здесь в районе 200 евро, это первоначальная. Теперь перейдем к срокам прохождения ИТУ. Многие автомобилисты, которые покупают автомобиль, получают в салоне, 4 года можно ездить на этом автомобиле, не проходя техосмотр. И поэтому многие забывают и после 4 лет продолжают ездить. Это не так. Значит, новый автомобиль, первые 4 года вы не проходите вообще. После 4 лет вы проходите инспекцию и получаете шильдик и запись, что вы еще 2 года можете ездить без прохождения этого ИТУ. И до 10 лет вы проходите ИТУ каждые 2 года. Как прошло 10 лет по вашему паспорту, вашему автомобилю, следующий ИТУ вы проходите ежегодно. Это говорим мы про туризма, так как у многих такие автомобили. На грузовые, на автобусы и на фургонеты абсолютно разные сроки. Те, кто занимается бизнесом и покупает фургонеты радостные, они должны проходить ИТУ каждые 6 месяцев. Дорогие друзья, у меня для вас в связи с этой темой вопрос. Я знаю, что есть знатоки, которые здесь имеют автомобили, проходили учебу в автошколе и наверняка знают правильный ответ. Подсказывайте тем, кто не знает. Итак, вопрос. С какой даты начинается отсчет срока для прохождения первого технического осмотра, то есть ИТУ? Вариант первый ответа – с момента изготовления автомобиля. Вариант второй – с даты первой регистрации автомобиля, указанной в техпаспорте. Или, как в Испании называется, permiso de circulación. Итак, я жду от вас правильного ответа, вашего варианта ответа в комментарии под видео. Где проходить ИТУ, сколько это стоит и нужно ли пользоваться каким-то вспомогательным человеком, который знает, как это все сделать. На самом деле любой автомобилист может абсолютно самостоятельно пройти ИТУ. Абсолютно простая процедура, ничего сложного от вас не требуется. От вас требуется только исправный автомобиль, у которого горят все фары, работают тормоза и вообще автомобиль заводится и едет. Вы можете записаться на сайте в любой ИТУ.
по всей Испании, независимо от своего региона, и приехать в назначенное время. Также вы можете в любое время подъехать на станцию, если вы видите, что никакой очереди нет и свободно, на любую станцию в любой точке Испании. Также приехать, тут же оформить прохождение техосмотра. Это у вас будет стоить на 5 евро дороже. В среднем дизельный двигатель прохождения стоит 55 евро, бензиновый в районе 50. Если вы едете по записи, то скидка 5 евро, то есть, соответственно, 50 или 45 евро. Ну, вот в этих пределах. Что могут проверять на ИТУ? На ИТУ очень тщательно проверяют автомобиль, проверяют подвеску, проверяют ваши шины. Имейте в виду, что в Испании шины, которые выпустились старше 5 лет по шильдику на самой шине, вы тоже не сможете не пройти техосмотр. То есть у вас должны быть свежие колеса, у вас должны работать все световое оборудование, у вас не должно быть никаких шумов дополнительных от автомобиля, у вас выхлопы должны соответствовать экологическому классу. И действительно на станции это все очень качественно проверяют, в том числе и свет фар, ну и все остальное оборудование. После этого вам дают 2 листа проверки вашего автомобиля и назначают дальнейший эксплуатационный срок и говорят, что ваш автомобиль абсолютно пригоден для этого. Если у меня есть какие-то недочеты по автомобилю, мне выдали какое-то заключение, какое у меня время есть исправить? Что я должна делать дальше? Отличный вопрос Татьяна задает. Если вдруг во время ИТУ нашли какую-то проблему в автомобиле, вам дается срок на исправление этой, по-моему, 2 недели. Вы имеете право поехать в сервис, записаться, исправить эту проблему в автомобиле и вернуться снова и пройти этот техосмотр повторно. То есть мне не надо сдавать автомобиль в утиль? В утиль сдавать автомобиль не нужно, нет. Дается срок, что вы можете поехать, пройти ремонт, который необходим, там, не знаю, заменить лампочку, поменять колодки, ну, все, что вас заметит, или поменять колеса ваши, и снова приехать и пройти техосмотр. Если я не знаю языка, может ли мне помочь работник, и как долго по времени проходит сама эта процедура ИТУ? ИТУ проходит буквально 10-15 минут, работники обычно помогают. Вот здесь на станции, где мы приезжаем, вообще можно выйти из машины, оставить ключи, и работник станции сам загонит, проведет все, что необходимо от вас, никаких требований не требуется, и вам выдаст уже автомобиль с пройденным техосмотром. Выдают ли здесь какой-то стикер на стекло после прохождения ИТУ? Кстати, да, обязательно после прохождения ИТУ вам дают стикер, который вы должны разместить, ну, если смотреть на машину, то с левой части вверху. Это сделано для удобства считывания, да, лобового стекла. Обычно. И помимо этого, сейчас многие города требуют экологический класс, чтобы был нанесен на стекло. Это специальные такие шильдики с различными буквами, там С, Б, Zero. Это означает уровень выбросов загрязнения. То есть, если у вас электрический автомобиль или гибрид, то есть у вас будет либо синий шильдик, либо синий-зеленый, с этим шильдиком вы можете заезжать в города свыше 50 тысяч жителей в центральную часть города. Если у вас другие шильдики, определенные зоны ограничены, ну, как бы обозначенные, такие есть знаки и в Мадриде, и в Барселоне, и в Валенсии, то есть в крупных городах уже присутствуют. Я так знаю, что в этом году появится и в Торревьехе на въезде. То есть те автомобили, у кого не будет этого шильдика, то есть будет автоматически приходить штраф тоже в районе 200 евро. Где его взять и сколько он стоит? Его можно получить именно на станции техосмотра, то есть куда вы приехали в инспекцию. Когда вы делаете и оформляете документы, вы скажите, что вам еще нужен шильдик Bajo Emission. И вам обязательно его здесь продадут за 5 евро, распечатают. Этот шильдик имеет номер вашего автомобиля и экологический класс. Все эти данные берутся из базы, то есть ваша машина занесена в базу. И вы получите этот шильдик и разместите на стекло, и у вас не будет штрафов, если вы будете ездить в центре города с этим, ну, вернее, без этого шильдика вы можете заезжать в центр города. Солнце очень сильно, я что-то вообще прям... Да, спасибо, Алексей, наверное, все.
Скажи, что если остались вопросы, тебе можно их задавать под видео? Да, конечно, пишите все вопросы под видео, мы обязательно ответим на ваши вопросы. Вам удачных поездок, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, и проходите техосмотр. Это абсолютно простая процедура, которая здесь, в Испании, сделана так, чтобы человек не испытывал каких-то проблем, каких-то сомнений, каких-то переживаний. То есть здесь абсолютно сотрудники помогают. Это сделано для того, чтобы вы получали комфорт. Это, еще раз повторюсь, это частные компании, которые проводят, и они зарабатывают деньги, и они борются за клиентов. Поэтому вы для них клиент, и, соответственно, обслуживание именно как клиенту. На этом все. Ждем от вас ответы на вопрос, который задала Татьяна. Пишите ответы в комментариях. Почитаем все вместе, повеселимся. Всем удачи и добра, позитива. До новых встреч. Чао.